Последняя дуэль — это историческая драма режиссера Ридли Скотта с довольно-таки внушительным кастом, я вам скажу. Мэтт Деймон, Адам Драйвер, Бен Аффлек и Джоди Комер. С одной стороны, уже как бы есть смысл идти, но лично у меня весь этот рыцарский сеттинг... Ты что, считал ересь в моем доме? Неприемлемо. Да и в общем, завязка с целым не пробудила никакого желания. То же самое могу сказать и про трейлер. Как-то сходу тебе в лоб заявляют, что это драма, и ты с таким настроением сидишь весь фильм. Ну а как получилось на самом деле, давайте по порядку. В 1386 году Маргарита де Каруш заявляет, что была изнасилована сиром Жаком Легри. Ее муж, рыцарь Жан де Каруш, вызывает насильника, отрицающего все обвинения, на поединок, последнюю в истории Франции юридически санкционированную дуэль. Фишка в фильме в том, что тебе показывают по сути одну и ту же историю, только от лица каждого из этих личностей, чтобы ты до конца не понимал, кто прав, а кто виноват. Главными действующими персонажами являются двое этих дуэлянтов и, собственно, женщина, из-за которой весь сыр-бор. Собирая по крупицам из всего фильма историю о них, в принципе, можно в итоге понять каждого персонажа, его выбор и как он к нему пришел. Но почему-то один из них мутный с самого начала фильма, и неважно, от кого идет повествование, лучше он не становится. Не могу сказать, что по итогу тут будут прям какие-то твисты, так как это в первую очередь драма, поэтому все должны страдать. Никакого аниме! Самым интересным для меня персонажем был Бен Аффлек. Он по сути везде, но как бы не при делах. Да и в целом он красавчик, и каждый из этой звездной четверки справился на ура со своими ролями. По началу фильма у меня сложилось такое впечатление, что кто-то на студии потерял часть фильма, так как иногда не хватает переходов от сцены к сцене. А иногда простой приход людей в город снят с 5 камер, и это занимает несколько минут экранного времени. Фильм поделен на 3 главы, и ты со временем начинаешь понимать, почему так показана вся история. Но все равно остается такое чувство, что у кого-то из персонажей были явно провалы в памяти, и поэтому тебе не показывают часть их истории. Хронометраж ленты 2,5 часа, и вряд ли дополнительные детали пошли бы ей на пользу. Шикарные костюмы, детальные декорации, кучу бит с обилием крови, но до Игры Престолов откровенно не дотягивает и напоминает пересказ какого-то сериала. Да, там немного каких-то поворотных моментов во всей ленте по сюжету, но почему-то акцент ушел на лошадок и грязные улицы. Дешевенькие компьютерные здания, пиры и вот это вот все. Красиво, возможно даже аутентичненько, но честно говоря не цепляет. Это же и относится к самому важному в этом фильме, самой дуэли. Композитором фильма является британец Гарри Грегсон Уильямс, дирижер, продюсер, номинант на Золотой глобус и Эмми. Также принимал участие в записи саундтреков для компьютерных игр. Честно говоря, фильм и так затянут, а музыка делает только хуже. Но справедливости ради, тут отличные композиции в духе средневековья и рыцарских сражений, пиров и их непонятных танцев. Все как раз в духе тех времен. Пап, ты же ничего не увидишь без них. Пап? Нет, нет, нет! Мораль фильма: в любой непонятной ситуации подавай в суд. Но если серьезно, то мне в этом фильме постоянно чего-то не хватало. То не показывают каких-то событий, и герой перемещается с одной локации в другую за секунду, то вроде какой-то важный момент, но он не вызывает никаких эмоций. То показывают бои, где куча крови, но нет никакой хореографии в них. Наверное, кто любит драмы и средневековье, тот кайфанет от картинки и вот этой вот сырой, серой и грязной атмосферы, и даже сможет где-то сопереживать главным героям. Лично у меня это были самые длинные 2,5 часа в моей жизни. Ну, как-то так. Ну а шо?